Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хочу вам показать вот такой красивый, очень милый, оригинальный джемпер, связанный ажурным узором. Он скомпонован как бы из двух вариантов узоров. Значит, смотрите, у него основной узор, который мы вяжем, это спинка и перед, да, и у нас используется декоративная такая резиночка по низу изделия, и рукавчики связаны тоже этой декоративной резиночкой. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Ну, в качестве узора здесь используется, как вы видите, такие переплетения петель. И, в общем-то, это довольно-таки оригинальный такой подход. И вещь кажется более симпатичной, более эффектной. Вот с такой резиночкой. Помнится, что я тоже вязала некоторые джемпера и использовала резиночку, любила использовать резиночку в виде косичек. Но здесь вот тоже косичка такая интересная. И я вам сегодня покажу схему, как ее вязать. Поскольку схемы нет для данной косички в описании, я ее сама как бы вот визуально увидела и нарисовала схему. Сейчас я покажу, какой я выбрала пряжу. Для вязания данного джемпера, девочки, я выбрала пряжу Lana Gold Fine, серия Classic. Здесь большое содержание шерсти, 49%, остальное акрил. 100 грамм, 390 метров. Ниточка очень хорошо скручена, она тоненькая, но довольно-таки объемная все равно. Присутствует здесь объемный акрил. Поэтому я выбрала, значит, 3,5 спицы, использую, да. И вот такое у меня получается полотно. Оно практически идеальное по толщине для ажурной какой-то вот кофточки, ажурной вещи. Толще и не надо, чтобы был джемпер, девочки. Это будет уже кольчуга, поверьте мне. Вот такая толщина вполне приемлемая для джемперочка. Джемперочек все-таки должен быть не кольчугой. А это что-то должно быть тонкое, изящное, красивое, тем более для ажурной вязки. Вот такой у меня получился рисуночек, связался. Здесь 2 раппорта в высоту и 2 раппорта в ширину. Теперь по поводу вот этих вот шишечек, не шишечек. В общем, вот так их рекомендуют вязать на самом деле. То есть вот их там еле видно, да, видите. А так я вязала, я потом рассказываю по тексту, там поймете, почему такая разница получилась, да. То есть на один ряд побольше я их вывязывала, а тут вообще их не видно. Ну, возможно, что там по фотографии тоже видно, что они очень маленькие, крошечные. Но мне почему-то показалось, что вот такой вариант более какой-то такой яркий, интересный. Ну, в общем, на свое желание. Можете, кому как нравится, да, вязать. Это не принципиально. Узор не сложный. Но новичкам я не рекомендую сразу с него начинать. Все-таки какой-то опыт вязания должен быть. Теперь вот это вот выступ. Это у меня здесь идет такая резиночка, которую вы будете вязать по низу. То есть вот такая ажурная, скажем так, резиночка.
И она еще на рукавчиках используется. Так, резинка, здесь вот 3 изнаночные у меня идут между вот этими ажурненькими элементами. Вот. Но на самом деле можно и 2 как бы изнаночные использовать. Это тоже на ваше желание. Схема у меня будет на 3 изнаночные. И раппорт будет либо 6, либо, если вы захотите, 2 изнаночные, тогда будет 5 петель раппорта. Так, ну, давайте покажу я вам выкройку родную, которая из журнала иностранного, и выкройку, которую я буду использовать для своего описания. И в конце видео, как всегда, у меня идет подробным образом, я рассказываю, как использовать узор, расположить на тот или иной размер, да, как посчитать петельки и плотность, как рассчитать и по горизонтали, и по вертикали. В общем, все те самые тонкости, без которых вы не начнете вязать, девочки. Все будет в моем экспресс-мастер-классе. Обратите внимание, значит, вот такая выкройка приведена в журнале иностранном. Здесь размеры проставлены в дюймах. И что мне здесь не очень понравилось, это форма, которую выбрали для вязания, в общем-то, рукава. Вот эта вот вся система мне не нравится, да? Довольно-таки было бы интереснее просто спущенный рукав, прямой такой прямоугольничек в виде переда и спинки. Зачем вот это вот такое нагромождение всяких, ну не знаю, девочки, мне почему-то кажется, что это лишнее, вот эти вот все вывязывания здесь, вот этих закруглений. Я подготовила, если кому интересно, девочки, пожалуйста, воспользуйтесь вот этим описанием из журнала. Я вам сейчас покажу, как оно выглядит. Кому будет очень важно именно один в один связать, как в оригинале, я размещу в Одноклассниках это описание. В своем профиле оставлю ссылку. То, что размеры в дюймах, девочки, не пугайтесь, потому что эти дюймы легко переводятся в сантиметры. То есть вот эту величину 8,1/2, то есть 8,5 надо умножить на 2,54, и вы получите величину в сантиметрах. Итак, любую величину умножаете, и без проблем у вас получается сантиметры. Вот. А я сейчас вам покажу, как выглядит страница. Вот так выглядит страница журнала. Это иностранный журнал. Вот это 9-я модель. Если кто-то умеет читать, по-моему, это английский язык, пожалуйста, воспользуйтесь этим переводом. Сделайте все прям как в оригинале. Я же делала по другой выкройке описания. Я думаю, что это более приемлемый вариант, чем здесь. Я вам покажу второй лист. Он тоже есть. Вот так он выглядит. Тоже увеличу вам сейчас, чтобы вы... Кто понимает перевод, пожалуйста. Вот выкройка и вот схема. Схема у меня есть в увеличенном виде. Сейчас тоже вам покажу. Здесь довольно простые условные обозначения. Общепринятые. Легко догадаться по смыслу даже, если что. Смотрите, мои хорошие. Это я, конечно, лишку дала. Так, вот смотрите. Раппорт узора. То, что здесь вот выделено 14 петель красным, да, это в журнале так выделили. Не пойму, чем руководствовались, почему именно как-то из середины взяли этот раппорт, выделили. Я свое описание, девочки, обращаю внимание, пожалуйста, услышьте меня, составляла, исходя из того, что раппорт у меня начинается вот со 2-й петли, заканчивается 15-й включительно. Итого 14 петель, видите? Мне кажется, это более логично. И узор у нас попадает, видите, да? Прям идеально как бы вписывается весь раппорт узора, да?
и симметрия соблюдается узора. В общем, я не понимаю, честно сказать, почему именно такой вариант был выбран. Деление раппорта в ширину. В высоту раппорт составляет 28 рядов. Этот и у меня также используется вот таким образом. Про условное обозначение. Все здесь как бы общепринятое. То есть вот пустая клеточка. Это у нас с вами идут лицевые петельки. Горизонтальная черточка. Это у нас идут с вами, так увеличу, горизонтальная черточка, изнаночная петля, кружочек – это накид, вот такая вот этот знак с наклоном, получается 2 вместе лицевой с наклоном влево, а этот знак 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Это есть переплетение, коса на 6 петельках, там не только лицевые, да. Это, собственно, вот такая, не знаю, даже шишечка ее не назовешь, это какая-то полушишечка. Вот. Ну и, собственно, все. Здесь из одной петли вывязывается сразу 5. То есть и в следующем изнаночном ряду они, наоборот, все 5 объединяются одной лицевой. Вот и все. Сложностей в этой схеме абсолютно нет никаких. Так. Что еще я не сказала по схеме? Все вроде бы понятно, да? Эту схему я также в своем профиле в Одноклассниках размещу и ссылку дам под видео. Теперь, что касается описания. Описание я составила, как говорю, на другую выкройку, которую я использовала. И я ее тоже вам сейчас продемонстрирую. Вот это обычная выкройка. Ух ты. Вот обычная выкройка, да? Спущенный рукавчик у нас. Здесь вот такая даже небольшой окат. Ну, полуокат, я не знаю, как это сказать. Выкройка немного не соответствует вот резинке высота, да? Как бы у нас там 7-8 идет, здесь 3 сантиметра всего в высоту. Но в целом, мои хорошие, это все как бы очень похоже на обычный стандартный расклад. Свои размеры ставите здесь, свои индивидуальные мерки ставите. Как рассчитать количество петель на тот или иной размер, очень подробно рассказываю в конце видео, когда свяжем узор. Посмотрите внимательно, да, как разместить узор, схему, как правильно симметрично расположить, исходя из вашего размера. Очень много тоже говорю об этом я. Вот. У выкройки я сделала поменьше вырез горловины. Не как здесь получается 12,5, то есть это 25. Это слишком большой вырез, потому что у нас с вами, вы видели, горловиночка как таковой, никакой резинки там не используется, да? Вы же видели? Сейчас я еще заострю внимание. Посмотрите, вот видите, как здесь сделано? Я здесь закладываю в описании 2 ряда изнаночными петельками провязать на круговых спицах и достаточно, и закрыть эластичным способом. Вот и все. То есть очень глубокий вырез не имеет смысла вязать, да, как бы. Все должно быть приемлемо, аккуратно, как вот здесь на картиночке у нас. Так, но все равно, конечно, от размера зависит и размер по ширине, по глубине тоже зависит вырез горловины. Это, конечно же, вы свой вкус там проявите, когда будете ставить свои размеры на выкройки, да? Ну, рукавчик здесь обычной длины, не 3/4, длинненький рукавчик используйте. По выкройке обязательно, девочки, учитывайте свои индивидуальные мерки. Никогда не руководствуйтесь общими шаблонными вот этими размерами, иначе свяжете на Ивана Великого. Да?
То есть обязательно померите вашу длину рукава по какой-нибудь кофточке по аналогии, которая на вас хорошо сидит, да, длину вашего изделия предпочитаемую, то есть опять-таки кто-то маленького роста, 1,55 м, кто-то 1,80 м в высоту, да, и, в общем, конечно же, изделие нужно здесь хорошенько подкорректировать размеры под вас, которые подошли бы. Поэтому здесь, в общем-то, вот такое вот очертание, скажем так, как это будет выглядеть в моем понятии изделия, да. Я считаю, что это очень хороший вариант выкройки, и его можно как шаблон использовать, размещаете свои размеры, естественно. Так, ну и опять возвращаемся к описанию. Я составила описание для 48-50 размера. Вы видели, там 27,5 ширина спинки, да? То есть это получается у нас 27, по-моему, даже. 54 сантиметра ширина спинки. Вот для такого размера я, собственно, и составляла описание. Плотность мы с вами измеряем в конце видео, где мы там уже идет у нас разговор про узоры, про то все, когда уже свяжем мы образец. Описание вязания. Здесь пишу вот ажурная резинка. Даже она не ажурная, а рельефная. Вот, кстати, хотела сказать, там же нет у нас никаких накидов, ничего. Это я, конечно, неправильно писала. Пишем рельефная резинкой. Так, и связать 7 сантиметров рельефной резинкой. Так, и здесь вот ажурный узор, все правильно. Так, ну это я исправлю, конечно. Это у меня, конечно, я погорячилась. Не ажурная, а рельефной резинки. Так, и схема номер 2. Сейчас тоже вам покажу, как она выглядит. Схема номер 2. Я здесь даже сделала как скос посчитать. Часто задают вопрос. Я вам расчет прикладываю прямо в описании. Это для начинающих, кому там, в общем-то, это сложности вызывает, да. И про обвязку горловины я тоже пишу первый ряд изнаночной петли и второй ряд изнаночной петли. Все эластичным способом закрыть. Так, ну это все будет под видео, девочки, почитаете здесь. В принципе, все доступно написано. По поводу, сколько расход пряжи, тоже заостряю внимание, 500 грамм. Я считаю 500 грамм при таком, у нас 390 метров 100 грамм, но это прямо-таки за глаза хватит. Хватит. Ниточка тонкая, а очень объемненькая, все равно такая пышненькая она. Хорошая очень ниточка, мне нравится. Так. Ну и про спицы я уже показывала вам и говорила. 3,5 прямые и круговые. Так, девочки, давайте теперь с вами приступим к вязанию нашего узора. Там получается 2 узоров, еще рельефная резиночка. Ну, она совсем у нас простенькая, но все равно схемочку я вам сейчас покажу. Мы будем с вами вязать вот по такой схеме. Раппорт узора составляет 14 петель и 28 рядов. Здесь мы вяжем только лицевой ряд, то есть это у нас получается нечетные ряды, а четные вяжем, как смотрят петли. Набирать будем для вязания образца 32 петли. И начинаем сразу с первого ряда. Так, первый ряд. Вяжем первый ряд следующим образом. Первые 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Так. Дальше мы вяжем с вами
2 вместе лицевой с наклоном вправо. В моем случае я вяжу бабушкиными петлями, я должна вторую накинуть на первую, вот так, поверх, и провязать 2 вместе лицевой. Накид, лицевая. Дальше вяжем 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем с вами 6 изнаночных. 1, 2. Тут вот у меня это с того ряда, еще с того раппорта осталось. Здесь я должна провязать 5 изнаночных, 5 петелек. Но я их провяжу лицевой. Это вообще ни к чему не обязывает. С изнаночной стороны я их провяжу как лицевую. Вот и все. Так, то есть здесь сейчас у нас, девочки, 6 изнаночных. Вы в первом ряду вяжете 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, дальше 2 вместе у нас получается лицевой с наклоном вправо. 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Также меняю петельки местами. Накид, лицевая, 2 изнаночные, опять лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 изнаночные. И кромочная изнаночная. Следующее, что мы с вами делаем, вяжем второй ряд, как смотрят петли. Что это значит? Это значит, что мы вяжем с вами там, где у нас лицевые на нас смотрят, мы их провязываем лицевыми. Там, где на нас изнаночные смотрят, мы их провязываем изнаночные, накиды я тоже вяжу изнаночными. То есть это вот что значит. Как я вам говорила, вот это вот, где я 5 вместе провязала, у меня в изнаночном ряду провязывается лицевой. То есть я, как вы видите, вяжу там, где изнаночные, изнаночные, там, где лицевые, вяжу лицевые. Кромочные провязываю изнаночные. Третий ряд. В третьем ряду мы вяжем с вами первые 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные и кромочные тоже изнаночные. Четвертый ряд вяжем самостоятельно, как смотрят петли. Вяжем с вами 5-й ряд. 5-й ряд вяжем 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3
3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, кромочная. Шестой ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 7 ряд. И мы вяжем его следующим образом. 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 изнаночные. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. 9 ряд. Вяжем с вами первые 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 11 ряд. 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 6 изнаночных, 6 изнаночных, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, кромочная. 12 ряд. Будем вязать, как смотрят петли. 13 ряд и вяжем следующим образом. 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Из одной петли вывязываем 5. Следующим образом я это делаю. Вытягиваю одну петельку, не снимая наши петли, делаю накид, еще раз вытягиваю, это уже 3, еще раз делаю накид, еще раз вытягиваю, у меня 5, из одной 5 и снимаю петельку, 4 изнаночные. И сейчас перекрещиваю 6 петель налево. Смотрите, вот у меня 2 лицевые, да, 2 изнаночные и 2 лицевые еще. Я их делю ровно пополам, эти 6 петель. То есть я переснимаю все 6 на правую спицу. Первые 3 у меня перед работой. Смотрите, как это получается. Вот так я поддеваю их правым кончиком спицы, высвобождаю 3, которые за работой, придерживая их пальчиком вот так, чтобы они не спустились. Вот, видите, держу. Затем с помощью правой спицы вот так их одеваю на правую спицу. У меня, видите, они перекрещенные получились, да? И возвращаю их на левую спицу. Вот эти перекрещенные за работой 3. Видите, я перекрестила 6 петель
налево. И провязала я их как? Смотрите внимательно. 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Так. Дальше вяжем с вами 3 изнаночные. Снова из одной 5 вывязываю. Раз вытянула накид, 2 вытянула накид, 3 вытянула, спустила петлю. Дальше 4 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Все. 14 ряд. Я покажу, как его вязать. Конечно, вы понимаете, что здесь у нас есть вот эта вот петля из 5, где мы из одной 5 вывязывали. Вот так она у меня выглядит. Вот так. Типа такая шишка, не шишка, а просто вот что-то такое, какое-то интересное нагромождение петель. Выступ. Шишечка все-таки не так вяжется. Так, вяжем дальше. Значит, у нас с вами 14 ряд, мы вяжем с вами 2, то есть вяжем, как смотрят петли. 2 лицевые, 2 изнаночные, 1, 2, 3, 4 лицевые. Вот эти вот наши с вами шишечки, вот так называемые, я вяжу как 5 изнаночных. Хотя по нашей схеме в этом ряду я обязана их провязать вместе. Одной получается лицевой. Я это не делаю. Я это делать буду в следующем ряду. Мне кажется, что так будет красивее смотреться. Она будет более такая объемненькая. Хотите? Давайте я сделаю как по схеме. А то вдруг кто-то очень сильно любит вязать только по схеме. То есть, смотрите, девочки, я вам показала первый вариант, да, когда я их провязываю, и только в следующем 15 ряду я их вяжу из все 5 вместе, одной лицевой. Сейчас я это делать буду следующим образом. Сейчас я их все провяжу 5 одной лицевой. Сейчас уже провяжу все 5 одной лицевой. Так. И далее вяжем. Продолжаем. Значит, у меня получается еще 3 лицевые. Так. Дальше вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. И дальше вяжем 4 лицевые. Из 5 одну лицевой вывязываем. Все 5 поддеваем, вывязываем одной лицевую. Дальше опять 1, 2, 3 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, кромочные вяжем изнаночные. Это был 14 ряд. У нас с вами 15 ряд. И 15 ряд я вяжу следующим образом. Первые 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 6 изнаночных, изнаночных. Дальше мы вяжем с вами 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот какие-то они не очень заметные, эти получаются узелки. Может быть, так и должно быть. Тут вот у меня такие прям объемные шишкари были, да, а тут прям какие-то изюминки. Ну ладно, я показываю вам 2 варианта развития событий, девочки. Поэтому сами решайте для себя, вязать вам изюмки или вот такие большие шишечки. Так,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, 2 изнаночные, кромочная. Связали. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 17 ряд. Вяжем следующим образом. Первые 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, кромочная. Вяжем с вами 18 ряд, как смотрят петли. Итак, 19 ряд, девочки, вяжем следующим образом. Первые 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые и 2 изнаночные. Кромочные вяжем тоже изнаночные. У нас с вами сейчас будет 20 ряд, как смотрят петли, дальше 21. Вяжем с вами 21 ряд. Так, у нас с вами первые 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные и кромочные, вяжется изнаночный. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 23 ряд. Вяжем его как 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 изнаночные, кромочные. 24 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 25 ряд. 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Дальше накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид,
6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 изнаночные. Так, у нас с вами 26 ряд, вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 27 ряд. Вяжем с вами 4, так, вяжем с вами 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас мы будем с вами 6 петель перекрещивать налево. То есть опять, помните, мы уже это делали. Первые 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Перекрещиваем. Снимаем 6 на правую спицу. Меняем местами. Первые 3 у нас перед работой, следующие 3 за работой. Поменяли их местами. И вяжем их как 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Дальше вяжем с вами 3 изнаночные. И делаем с вами из одной петли, вывязываем 5. 1 накид, 2 накид, 3. Сняли. 4 изнаночные. Снова перекрещиваем 6 налево. 6 снимаем. Первые 3 перед работой, следующие 3 за работой. И вяжем их как 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Связали, да? Дальше у нас вот тут с вами 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И кромочная. 28 ряд мы вяжем с вами, как смотрят петельки. А шишечку мы с вами провязываем, то есть эти 5 петелечек мы с вами провязываем одной лицевой. Вот ее тут и не видно в узоре. Какой-то узелок получился, да? Здесь-то вот была такая шишечка завидная, большая. Такая шишечка, девочки, получается в том случае, если вы изнаночный ряд, вот так, когда мы вяжем, да, провязываете эту шишечку, вот она у нас, да, вы ее должны провязать изнаночными петельками с изнаночной стороны. То есть с изнаночной стороны, если вы их провяжете изнаночными, эти 5, то в следующем ряду вы их провяжете одной лицевой. Вот. Тогда у вас получится вот такая жирненькая шишечка. Если вы хотите вязать строго по схеме, то сейчас в изнаночном ряду вы должны эти 5 петель связать вместе одной петлей, одной лицевой. Все. Я не буду 28 ряд вязать, потому что он у нас вяжется, как смотрят петли. Я сейчас буду, девочки, делать влажную тепловую обработку нашего образца, и мы с вами будем делать расчет плотности. Так, делаем с вами влажную тепловую обработку. У нас с вами очень влажный получился сейчас наш материал. Он вот так очень хорошо тянется. И мы его с вами во все стороны жестоким образом тянем. Так, еще разочек. Здесь краешки. Итак, пусть наш образец сохнет.
мои хорошие, смотрите-ка. У нас, значит, образец высох. Измеряем. Значит, 17 получается ширина нашего связанного образца. 17. Видите, какой он стал? Хороший, расправленный. А вот шишечки вообще не бросаются в глаза. Кто не любит вот такие пимпочки, пусть вяжут вот эти изюминки. А кому все-таки больше нравится вот такая выразительность, да, то сделайте выразительные шишечки. Но это не шишечки, девочки. Шишечка не так вяжется. Это просто такой объемный элемент, скажем так. Но это не шишечка. Так, значит, плотность мы определяем, да? Откликаемся. У нас с вами было 32 петли. Мы с вами набирали. И это получилось 17 сантиметров. Так? У нас получается 1,88, да? Ну, грубо говоря, 1,9, да? Надо записать. Берем листик. Давайте я здесь запишу. Значит, в 1 сантиметре у нас 1,88 петли получилось. Грубо говоря, приблизительно 1,9 петли. Да? Теперь давайте с вами по вертикали плотность также считаем. Берем сантиметр наш также и меряем. Так, у меня 20... Так, я буду прям по спице брать, потому что... Так, 23 сантиметра получилось, 23 сантиметра. И у меня здесь связано 2 раппорта в высоту. 2 раппорта в высоту. То, что я не связала 28 ряд, девочки, я прямо вот эту петлю учитывала, ее ширину. Так, поэтому у нас 28 рядов. 28 на 2, это будет 56. 56 рядов. Сейчас в моем образце, да? И в сантиметрах это 23. Мы делим на 23. Получаем вот такая у нас с вами плотность по вертикали. 2,4. То есть я записываю, что в 1 сантиметре по вертикали 2,4 ряда умещается. Вот так у меня получилось. Довольно плотненько. Ну, мы взяли ведь с вами тоненькую ниточку, да у нас еще с вами здесь. Ну, 23, ну, 22,5, может быть, там, я не знаю, ну, еще раз. Но все равно, как бы я ни мерила, девочки, 23, все равно 23, никуда не уйти от 23. Так. И, в общем, вот такой расклад у нас получился. Сейчас я буду, значит, смотреть выкройку, подбирать нам по размерам. Посмотрю родную выкройку, что там в размерах указано, да. И мы будем с вами располагать правильно, симметрично данный узор на всю ширину полотна нашего. На тот или иной размер будем стараться сделать. Так, мои хорошие, сидела я там, все сочиняла описание, разную брала ширину спинки, и вот такой у меня получился расклад. Значит, раппорт наш 14, вы понимаете, петель, да, ширина его. И я вам рекомендую 14 петель брать вот таким образом. То есть я считаю, что раппорт правильный. Это вот, начиная вот с этой вот петли, то есть первый это для симметрии, я так понимаю, добавляем. Вот со второй петли 14 отсчитывайте, 15 включительно. Видите, вот это вот полноценный раппорт, я считаю. Вот, я его выделила здесь. И именно так я буду вам объяснять материал, то есть вот это вот описание. То есть вот у нас полноценный раппорт. Повторяю, да? И вот смотрите, мои хорошие. Значит, родная выкройка дана в дюймах. Меня это не пугает. Я знаю, что в 1 дюйме это 2,54 сантиметра. То есть любой размер в дюймах мы умножаем на 2,54 и получаем размер в сантиметрах. Да? И вот смотрите, значит, у нас там на нашей выкройке
родной, который из журнала, 20 дюймов, самый маленький размер. И я умножаю 20 на 2,54, получаю, вот видите, 50 сантиметров, да? Ну, 50 сантиметров. Если у вас совпадает, как будет выглядеть расклад узора? Вот 50 сантиметров умножить на 1,9 плотность, да? 50, давайте умножим на 1,9, да? Получаем 95 петель. Как распорядиться этими 95 петлями? Значит, расклад такой, девочки. 95 делим на 14. Раппорт узора, да? У нас получается полных 6 раппортов умещается. И вот у нас тут не умещается, видите, большое число. Значит, рисуем 6 раппортов. Рисую всегда вот так, схематично, да? Рисую 6 раппортов. Раз, два, три, 4, 5, 6, да, по 14. Шесть раппортов занимает у нас сколько на самом деле? То есть 14 умножить на 6, 84, да? А у нас с вами должно быть 95, помните, да? То есть в реальности у нас вот такой сейчас расклад. Но у нас есть кромочные, да? Одна кромочная и одна кромочная, которую мы никак не можем исключить. То есть я сюда прибавляю 2, да, кромочные. Уже 86. А нам надо, подчеркиваю, 95. 95 нельзя. 95 нельзя. Берем 96, чтобы, или 94, чтобы было четное число. Если мы берем с вами 94, отнимаем полученные 86 нашего узора, у нас получается невостребованные 8 петель. Но мы без них никак не можем обойтись. Я предлагаю поделить их пополам вот сюда и добавить добавочные 4 изнаночные справа плюс 4 изнаночные слева. Вот такой расклад. Это если у нас с вами ширина спинки, да, 50 сантиметров. Вот таким образом. Значит, я буду делать описание для спинки шириной 54 сантиметра. Вот смотрите, там у меня и выкройка такая. Это где-то приблизительно, девочки, 48 размер. Да? И вот смотрите, 54, 48, 50 даже размер. 54 умножить на 1,9 плотность, нам надо 102 петли. Да? То есть вот 54 я умножаю на 1,9, получаем 102 петли. Да? Как распоряжаемся? То же самое, 102 делим на 14. Да? У нас с вами полных 7 раппортов. Да? Рисую также схематично 7 раппортов по 14. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Пишу 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14. Так, 7. И 14 умножаю на 7. Чистое число 98. Вот сейчас у меня 98 петель здесь. Опять по одной кромочной никто не отменял, да? То есть я пишу одна кромочная, то есть 2 кромочные. Это 100 петель ровно. И у нас оставшиеся, получается, 2 петли неприкаянные оказались. Но мы решаем этот вопрос путем прибавления сюда одной изнаночной справа и сюда одной изнаночной справа. Все, девочки, все. То есть вот как они тут планировали, авторы модели. Видите, вот она эта изнаночная, вот она эта изнаночная. И справа и слева она у нас для симметрии идет. И вот она у нас так прям идеально, собственно, вписалась в ширину спинки 54 сантиметра. Да? Вот такое же описание, девочки, я буду вам показывать. Под видео расположу его на ширину 54. Если у вас ширина, предположим, 57 сантиметров, какой расклад здесь? Да? 57 сантиметров. То же самое, девочки, делаете. Смотрите, 57 умножайте на 1,9. Плотность, да? Получаем 108 петель. Вот я пишу 54 на 1,9
это 108 петель. Как ими распорядиться? 108 делим на раппорт 14. 7 раппортов целых, да? Также я рисую, девочки, смотрите. 7 раппортов рисую также. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, да? 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, да? Так, и это мы с вами знаем уже, что 7 раппортов это 98 петель. Согласны? Согласны. 2 кромочные никто не отменял, да? То есть здесь 1 кромочная, здесь 1 кромочная. То есть это уже 100 петель. Такой расклад. И у нас с вами надо, чтобы был 108, да? 100 петель прикаянные, 8 неприкаянные. Что будем делать? У нас уже такое было, да? Помните, вот здесь тоже неприкаянные были 8. Также мы с вами поступаем. 4 изнаночные справа добавляем, 4 изнаночные слева добавляем. Вот такой расклад получается при ширине 57 сантиметров. То есть мы с вами перед нашими раппортами добавляем 4 изнаночные, связали 7 раппортов подряд и добавляем еще 4 изнаночные, да? Это понятно? Понятно. Кромочные не забываем. В итоге у нас с вами должно получиться вот здесь 108 петель. И по аналогии, девочки, делайте любую ширину, которая вам нужна в вашей спинке. Любую. И вот по аналогии так вот поступайте, как я вам сейчас порекомендовала. Так. Теперь, что касается плотности по вертикали, да? Она у нас 2,4 ряда. Зачем она нужна? Она нам нужна, если мы с вами имеем, например, высота изделия, средняя высота изделия 60 сантиметров. Да? Мы 60 сантиметров умножаем на 2,4. Это наша плотность. Мы получаем с вами 144 ряда. Да? 144 ряда. Это наша настоящая с вами, получается, высота изделия. Мы будем мерить ее не сантиметрами, а рядами, девочки. У нас с вами 28, видите, раппорт узора 28 рядов составляет. Мы даже можем с вами прикинуть, да, там. Ну, там еще резиночка будет считаться. То есть не 60 в целом там, а 56, да. Нет, сколько резинка будет? Если высокая 7, то есть и 60 отнять. То есть 53 сантиметра, предположим, да, 53 сантиметра. У нас будет чистый узор идти, да, 53 мы умножаем с вами на 2,4. Получаем 127 рядов, да, 127 рядов. 127 мы делим с вами на 28, это высота раппорта. И мы получаем, что у нас с вами 4,5 раппорта должно уместиться по длине нашего изделия. Да? Это понятно? Понятно. Что такое половина раппорта? Половина раппорта 28 поделить на 2, то есть вот 14 рядами она заканчивается. Все. Вот мы с вами полных 4 раппорта плюс недоконченный раппорт 14 рядов, да, делаем. Все. Это наша длина изделия должна быть вот таким образом определена. Вот для чего мы определяем с вами плотность по вертикали. Чтобы после стирки наше изделие не вытянулось очень сильно и не стало сарафаном, платьем, там вместо джемпера планируемого, правильно? Или туникой не стало. Ну, в принципе, это тоже выход. Вязали джемпер, получилась туника. Так бывает. Но чтобы этого не случилось, я вот вам рекомендую обязательно рядами пользоваться. Да? Теперь, что касается узора номер 2. Это у нас резинка, которая у нас идет с вами по рукавчику, по нашему, по низу нашего изделия. Она не совсем обычная. Вот, я попыталась нарисовать схему. Вот так вот у меня получилось. Я, правда, вот еще частоту ее, высоту надо опытным путем определить. Поэтому, девочки,
Сейчас я покажу вам, сама даже буду пробовать прямо под камерой. Под камерой сейчас я вам покажу, как сделать эту резиночку. На мой взгляд, эта резинка, конечно, схему я там ничего не перевела, я ее вот так сама по фотографии придумала. Значит, это 3 изнаночные, и вот эти перекрещивания у нас идут. С какой периодичностью, я сейчас не могу вам сказать, надо пробовать, чтобы получилось похожим на оригинал. И, мои хорошие, смотрите, первый ряд нашего узора, этой резиночки, я его называю узор номер 2, он у меня. Мы вяжем с вами 3 изнаночные, это первый ряд, подчеркиваю. Дальше 3 петли перекрещиваем с вами таким образом. Первая петля перед работой, 2 следующие за работой, перекрестили и вяжем как 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, связали. Опять идет раппорт, 3 изнаночные, снова то же самое, 3 петли перекрещиваем налево. Первая перед работой, 2 следующие за работой, перекрестили, вяжем первая лицевая, вторая изнаночная, лицевая. Дальше вяжем 3 изнаночные. Так, ну, в изнаночном ряду во втором вяжем, как смотрят петли, не буду показывать. Третий ряд у нас с вами вяжется как 3 изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая. Следующий раппорт опять 3 изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая. И опять 3 изнаночные, это было для симметрии. Так, дальше мы с вами 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. А 5-й ряд у нас, девочки, с вами идет как первый. Перекрещивание здесь будем делать. То есть высота раппорта 4 ряда, да, вяжем 3 изнаночные, перекрещиваем с вами 3 петли таким образом, что первая перед работой, эти 2 за работой, и вяжем их как первая лицевая, изнаночная, такая упертая изнаночная, да, лицевая, вот так. Дальше опять 3 изнаночные, снова перекрещиваем. Первая налево перекрещиваем, первая перед работой, 2 следующие за работой, и провязываем их как лицевая, изнаночная, лицевая, да, ну и изнаночная для симметрии. Вот. Дальше у нас вяжется, ну, повтор уже идет, да, как бы мы вяжем с вами, как смотрят петли. Ну, в общем, девочки, я смотрю, что вот такой вот высота такого раппорта очень похожа на то, что я вижу на фотографии, да. То есть мы попали в точку, определив схему, нарисовав. В общем, я думаю, что все окей, мои хорошие. Я рекомендую вот так вязать рукавчик. Единственное, что вы можете изменить, это сделать расстояние между вот этими 3 нашими косичками. То есть не 3 петли, а можно 2 сделать. Это, в общем, на ваше усмотрение, да, как хотите. Хотите почаще, вот между ними 2 изнаночные сделаете, да. Хотите, как я вам сейчас показала, 3. А косичка у нас вот такая будет. Ну все, я вам рассказала, показала. Схема у вас будет, объяснения все будут, описание все будет. Вот такой резинкой мы вяжем с вами в начале, начинаем вязать. В начале спинка, полочка начинается такой резинкой, и рукава полностью вяжется такой резинкой. Вот. До новых встреч, я желаю вам удачи, мои хорошие, чтобы у вас все получилось.